Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про объектив Olympus 60 мм f2.8 макро. До этого я никогда вообще не делал обзоров на какие-то специализированные макростекла, да и вообще из меня макрофотограф, такой себе, честно говоря, далеко не специалист в этой области, но, конечно же, я люблю фоткать всякую мелочевку, всякие цветуечки, всякие тычиночки, пестики и другую растительную хренотень, и поэтому я, естественно, использовал до этого много других макростекол, в том числе и в системе микро 4 третьих. Но тут сама система к этому располагает, все-таки матрица маленькая, за счет этого можно фокусироваться гораздо ближе, глубина резкости шире, и резкость тут отличная, собственно, потому что на всех актуальных камерах убран давно уже антиалязинг фильтр, ну и плюс на Олимпусах и Панасониках тоже современных уже у всех практически есть стабилизатор, и у тебя практически нет никаких микросмазов. Конечно, понятно, что макрообъектив не обязательно использовать только для съемки каких-то мелочей, можно и какие-то отдельные детали чего-то снять, например, или там, допустим, каталожку, предметку, или там, допустим, даже портреты, где тебе может вдруг понадобиться какой-то дополнительный микроконтраст. Ну, в системе, конечно же, есть некоторое количество макрообъективов, прям вот специально сделанных для съемки всего вблизи, и там с повышенным микроконтрастом, с охуенной резкостью. У Panasonic есть объектив 45 мм f2.8 макро с подписью Leica, и, честно говоря, я его пару раз пробовал, он не особо меня как-то оптически или по качеству картинки впечатлял. Зато впечатляет его внушительная цена, которая, я скажу сразу, очень сильно преувеличена, потому что ничего особо выдающегося он из себя не представляет. Вообще, для какого-то расслабленного любительского использования я бы рекомендовал или Panasonic 30 мм f2.8 макро, или от Olympus тоже 30 мм, но чуть потемнее f3.5 макрушник. Они оба достаточно недорогие, особенно последний. У Olympus вообще копеечное стекло получилось. Также недавно Olympus, вернее теперь уже OM Digital Solution, выпустили профессиональное решение для съемки макро. Это 90 мм f3.5 макро Pro IS. Длинное получилось название, но оно, в принципе, все сразу же и объясняет, потому что IS — это значит, что у него есть и дополнительная внутренняя стабилизация оптическая, которая работает в паре с матричной стабилизацией в тушке, и при этом оно действительно Pro, то есть профессиональное. При этом объектив может снимать на приближении 2 к 1, и если вам вдруг потребуется еще больше, то можно также использовать телеконвертеры, которые есть у Olympus, и добиться 3-кратного увеличения или даже 4-кратного, но, конечно же, ценой потери светосилы. Ну а наш сегодняшний герой, Olympus 60 мм f2.8 макро, он, конечно, похоже, что метит в профессионалов, то есть у него высокая светосила, есть влагозащита, у него необычная конструкция, но в то же время он сделан из пластика и, в общем-то, не особо дорогой, и скорее логически он должен был бы относиться скорее, наверное, не к про-стеклам, а к линейке праймов. Типа там 12 мм f2 или там 17 мм f1.8, то есть вот к этим вот стеклышкам, которые в таком среднем ценовом диапазоне, не очень дорогие, но и не копеечная хрень какая-то. Ну давайте я сейчас быстро вам покажу сам объектив, а дальше уже посмотрим с него картинки. Объектив, конечно же, легкий, как и большинство стекол на микро 4 третьих, при этом он еще и такой нелепо длинный и узкий. Ну, такой, в общем-то, такая вот особенность у большинства макрообъективов, всех вот этих макролинз, они вот такой своеобразный внешний вид имеют. Корпус и вот это широкое кольцо фокусировки, они пластиковые. Но пластик достаточно качественный, довольно прочный. Ну, объектив все-таки из средней ценовой категории. Праймов Olympus, он не относится к Pro-серии. Но, тем не менее, сделан он отлично. Достаточно крепенький, хороший пластик, без каких-либо люфтов. Крепление тут, конечно же, металлическое. Также он защищен от пыли, влаги и от холодов. Резиновое вот тут такое колечечко присутствует. Про холода я не просто так сказал, что достаточно интересно. При переходе из температуры в минус 10 в плюс 20 у меня
Объектив, кстати говоря, не запотевал, что тоже очень хороший показатель. На корпусе имеется вот такая вот шкала расстояний, довольно необычно сделанная. Кольцо фокусировки здесь, конечно, электронное, но у него очень тонкие градации. Сейчас я на камеру насыплю, покажу вам. Тут, чтобы от бесконечности до минимальной дистанции фокусировки промотать, нужно, сделать, пожалуй, 5-6 полных оборотов вот этого кольца. Ну, как вы понимаете, при таком длинном ходе, даже в автоматическом состоянии тоже не слишком быстро получится сфокусироваться, если вы используете камеру только с контрастным фокусом. Ну, потому что там линзы надо прогнать взад-вперед, а тут это довольно долгий процесс. Но на Pro тушках Olympus с фазовыми датчиками фокусировки, конечно, сильно быстрее. Для удобства на объективе сбоку сделан такой 4-позиционный рычажок, он, как бы лимитирующий расстояние. Крайнее его положение в этой стороне это от 40 сантиметров до бесконечности. Ну, на случай, если ты только что-то вдалеке снимаешь, чтобы лишний раз он линзы не гонял куда не нужно. Дальше следующий пункт, это такой выделенный сереньким здесь, это от 19 сантиметров до бесконечности. Следующий вариант от 19 сантиметров до 40 сантиметров, когда только что-то очень близко фоткаешь. И четвертое, крайнее самое положение, в котором нужно зажать его, чтобы фотографировать с максимальным увеличением. То есть ты вот так нажимаешь, и у тебя получается картинка 1:1. Но тут уже нужно фокусироваться, только двигая себя вместе с камерой взад-вперед, пока в гриб не попадет то, что тебе нужно. Переключатель также пластиковый, как и корпус, так что если у тебя палец с него вдруг соскакивает, то здесь появятся вот небольшие царапки от ногтей. Диаметр светофильтра 46 мм. При фокусировке у объектива все мероприятия происходят, конечно, внутри. Ничего не крутится, никакие тубусы не выдвигаются. Бленда в комплекте здесь не идет. Но во избежание засветок нежелательных ее лучше, конечно, прикрутить. Даже можно и не родную взять какую-нибудь за копейки. Бленда тут причем такая довольно длинная получается. Вот так вот хоп, надел, и у тебя и без того длинный смешной объектив становится вообще каким-то фантастически угарным. Особенно на вот этой EPL8 любительской выглядит вообще забавно. Лучше, конечно, его использовать с профессиональными тушками Olympus. На Panasonic я не пробовал, как он себя ведет, но с Pro тушками гораздо лучше, чем с старенькими и с контрастным фокусом тушечками. Ну и прежде чем мы поговорим о картинках, хочу второй раз за ролик оговориться. Я не какой-то макроспециалист, так что давайте не ждите сейчас среди моих фоточек каких-то шедевров. Здесь будут просто примеры фото, ничего более. И еще очень важная оговорка для вашего понимания того, что я буду показывать. Я снимал не на профессиональную тушку из серии OMD, а снимал на Penlight 8. И там трехосевая стабилизация, которая несколько слабее, чем пятиосевая. И достаточно темно было. Я снимал зимой в ботаническом саду, и было пасмурно, как бы за окном снег валил, так что даже в оранжерее, где я снимал, было достаточно темно, и везде я снимал практически не закрывая дырку, везде была съемка на f2.8, и также я поднимать был вынужден ISO, чтобы избежать каких-то ненужных смазов, так что на большинстве картинок будет ISO в районе 800 единиц. А также не забываем обязательно поблагодарить подписчика, можете, кстати, в комментариях написать ему спасибо. Подписчик дал мне этот объектив на тесты, и я бы сам, честно говоря, при моей вот такой вот совершенно неориентированности на макро, а просто такой любительской, как бы любви вот это снимать какую-то мелочь, я бы не побежал покупать себе вот это уже профессиональное практически стекло для специальных таких узких задач. Мне все-таки достаточно и на какой-нибудь зумчик близко сфокусироваться, там с 20 сантиметров, и что-то снять. И вот прямо в тычинке тыкаться носом я не очень привык. Но, тем не менее, мне, конечно же, все равно было очень интересно этим объективом попользоваться, его потестировать, посмотреть, что он может, и что я, в принципе, смогу на него получить при моих кривых руках. Но я дополнительно напоминаю, что большинство все-таки вещей, которые я обозреваю, большинство техники, там, объективов, камер и прочего покупаются за мой счет.
мною самостоятельно, где-нибудь на вторичке, понятное дело, я там не бегу в магазин навье покупать, я в основном про какие-то старые вещи разговариваю, но все же я личные бабки на это все трачу, работаю, в общем-то, на энтузиазме, мне никакого профита с того, что я тут сейчас разговариваю, нет, кроме того, что просто вам про это рассказать, потому что мне самому это интересно. Нет, так что смотрите сами, если есть желание поддержать канал, помочь мне как-то в его развитии, и вообще, в принципе, меня лично даже, да, поблагодарить. Можете подписаться на Boosty, ссылочка есть в описании. Вернемся к Olympus 60 мм f2.8, и сразу же вот сходу я вам заявляю, что он просто сумасшедший резкий, чего и требуется от макрообъектива. У него шикарный микроконтраст и просто таки роскошная детализация. С этим объективом можно максимально обмазаться всевозможными тычиночками, пестиками и вот этой вот всей хренью. Вы запаритесь от него постоянно стряхивать пыльцу, скорее всего, потому что будете постоянно объективом тыкаться во все, потому что он очень-очень близко может сфокусироваться. Ну, 1 к 1 это прям очень круто, это очень близко. И, в принципе, прикрывать дырку здесь, опять же, сильно не обязательно, потому что, ну, на микро 4/3 из-за того, что здесь круп-фактор 2, глубина резкости в 2 раза шире при похожем углу обзора, как на полном кадре. То есть при условных эквивалентных вот этих вот 120 мм фокусного расстояния, здесь еще при этом и глубина резкости у тебя как на каком-нибудь полном кадре при f5.6, что сходу уже неплохо, при этом у тебя фактическая светосила f2.8, что позволяет тебе также и выдержку сильно как бы не удлинять. Ну и как видите на представленных фотографиях, зона резкости тоже выглядит просто отлично. Она мягкая, нежная, растушеванная, везде такие приятные кружочки. Диафрагма, ну прям супер классно скругленная. С хроматическими операциями тоже полнейший порядок. Здесь их практически нет. Они отлично исправляются и с самим объективом, и в самой тушке. И если даже где-то у тебя там, ну, какая-то проскочит минимальная небольшая циановая каемочка на максимально открытой диафрагме, ну, ее можно в любом RAW-конвертере профилем объектива шлепнуть просто запросто в один клик. Ну, как по фоткам видно, я вот прям уж совсем такое макро-макро не лезу. В большинстве случаев я просто что-то очень близко снимаю, не углубляясь, знаете, там уж прям в макромир. Но, тем не менее, мне очень нравится. Я получаю интересный экспириенс, когда такие объективы использую. Здесь, конечно, да, в данном случае, когда я снимал, было очень много ситуаций, когда мне очень-очень не хватало какой-нибудь специальной макро, вот специализированной макровспышки. У Olympus есть такая, которая надевается на объектив, там можно переходные кольца вешать. Ну, она, в принципе, вообще предназначалась изначально даже для вот этого 60 мм f2.8. Да, вспышка от Olympus STF8 здесь бы не помешала. В некоторых местах мне, конечно, хотелось бы заморозить как-то момент и посильнее прикрыть диафрагму, чтобы все-таки глубина резкости была повыше. Но когда ты на объективе переводишь колечко, вот это вот, которое 1 к 1 написано, то тут ты уже можешь нормально сфокусироваться на объекте, который ты снимаешь, только двигаясь уже самостоятельно, просто своей тушкой двигаясь, да, взад-вперед.
И да, я мучился, страдал, используя просто свое вот это вот неловкое тельце, хотя нормальные профессиональные, конечно же, макрофотографы используют специальные площадки на штативе, у которых есть салазки, и там они могут тонко настроить, на какая им глубина резкости нужна, там есть даже шкалы какие-то на нем, можно, чтобы потом было сделать брекетинг, да, по зоне фокуса, и у тебя потом склеить картиночку в максимальной резкости. В общем, куча есть всяких специализированных заморочек, но я всего этого не делал, я абсолютно на любительском, таком вот примитивном уровне поснимал, но даже с этим примитивом я получал большое удовольствие. Объектива, конечно, немного расстраивает его не слишком универсальное фокусное расстояние. Ну, как я уже сказал, 60 мм в эквиваленте, это как по углу обзора, конечно, как 120 мм на полном кадре. И тут тебе придется снимать какие-то фрагменты, детали, что-то вот такое несколько выделенное, вырезанное из общего контекста. Ну, например, те же от Panasonic или Olympus объективы 30 мм, самые простенькие, любительские, они все-таки позволяют тебе поснимать и какие-то цветочки, и жучков, и там, может быть, предметку какую-то в то же время поснимать, и даже какие-то расслабленные портреты сделать, может быть, там, да, какой-то супер бакешки не будет, но если тебе вот потребуется, да, можно вполне себе как портретник использовать. Можно пойти и стрит поснимать каких-нибудь там бомжей. Они имеют более удобное фокусное расстояние для того, чтобы так надеть его и, в принципе, использовать на каждый день. Ну, а на нашем сегодняшнем объективе угол обзора все-таки слишком узкий, но, с другой стороны, здесь практически нет никакой дисторсии, она также отлично исправлена, так что даже если тебе приспичит какую-то архитектуру поснимать или, может быть, какие-то, да, там, отдельные там барельефы или еще что-нибудь такое, или там предметы искусства попереснимать, ну, то есть ту же картину какую-нибудь там фрагментами, да, склеить из нее какую-то панораму с супер детализацией, вообще без проблем, можно его и для этого использовать. Ну и можно также использовать этот объектив для съемки каких-то таких мужских портретов, потому что, ну, у него довольно высокий микроконтраст, девушек снимать лучше не стоит, потому что, ну, будет прям каждая пора там видна, это прям совсем отстой, там лучше все-таки что-то с более открытой дыркой, что-то с более мягким рисунком. Но если тебе надо вот снять прям мужицкий брутальный какой-то портрет, то ты можешь использовать этот объектив, снимать какого-нибудь мужика с бородой, щетиной, отлично передаст вот эту вот всю фактуру. При этом, конечно, у тебя сам объект съемки будет максимально резким, вот таким прям четким, очень детализированным. Но бокешечка при этом у объектива, как я уже говорил, очень приятное, размытие очень хорошее. Как я в середине ролика сказал, сам бы я не побежал подобное узкоспециализированное стекло покупать. Но да, мне он в принципе особо нафиг не нужен. Может быть, только если по приколу мне бы кто-то его подарил, я бы его тогда, может быть, и использовал в некоторых ситуациях. Но в целом, сам по себе я его не купил. Но это не отменяет того факта, что Olympus 60 мм f2.8 макро – это очень крутое стекло, очень крутой макрик в системе. Это вот такое среднее решение, не самый простой и не самый крутой профессиональный, а вот прям ровно посередине и по цене, и по качеству того, что он способен воспроизвести. Так что, если вы любитель макро, снимаете предметку или вообще какой-то вот энтузиазм вот этой вот всей темы, смело могу его рекомендовать. Он довольно сильный и так вообще очень ощутимо дешевле, чем объектив 45 мм f2.8 от Panaleica. И в принципе, если вам, конечно, не нужно вот такое вот прям супер качество или там 1 к 1 или влагозащита, то можете вообще обойтись 30-миллиметровками, про которые я также уже несколько раз упоминал. Ну, а я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение про этот объектив. Тут вот в 2 словах я его обрисовал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Всем хороших снимков и до новых встреч!